Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами самым любимым блюдом моей семьи. Это лобио. Лобио имеет огромные традиции вообще у грузинского народа. А этот рецепт когда-то научила меня моя бабушка. И этот рецепт, наверное, делают не все. По-разному делают, вернее. Если вы захотите попробовать точно такой лобио, вам придется съездить в Кахетию и какой-то пожилой женщине, которая хранит традиции Кахетии, вас угостить таким лобио. Но у вас есть счастливая возможность. Я вас познакомлю с этим блюдом уже сегодня, уже сейчас. Более того, я хочу сегодня передать своему внуку, который очень любит это блюдо, привет. У него сегодня день рождения. С днем рождения, дорогой Алла. Сегодня ты сможешь покушать любимое тобой лобио. Вы знаете, его готовят по-разному. Я вам расскажу о том, какая должна быть фасоль. Должна быть красная, вернее, даже не красная, а темная красная, длинненькая фасолька. Она похожа на почку. Есть и маленькая фасоль. Я случайно здесь, в Америке, нашла фасоль, ее называют азиатская красная. Но она варится очень долго. Я ее варила 4 часа, она так и не сварилась. Ну вот сегодня я готовлю с нужной, с правильной фасолью. Сначала нам нужно ее помыть, эту фасоль. Хорошо помыть, перебрать, потому что могут попасть порченые, подсушенные. Нам это не нужно. Оно не даст хорошего вкуса нашему блюду. После того, что вы ее хорошо помыли, вы обязательно эту фасоль должны замочить хотя бы на 8 часов, потому что она очень твердая, сама фасоль, она хорошо подсушена. И нам для того, чтобы было все правильно и красиво приготовлено, нужно ее обязательно замочить. У меня фасоль мокла больше, чем сутки. Вернее, не больше, чем сутки, больше, чем ночь. Потом я ее поставила варить. Когда вы проварите фасоль, она закипит, и минут 5 покипит, будет такая пеночка, вы должны будете обязательно слить эту первую воду, залить холодной чистой водой, потому что если вы будете продолжать варить, ваши родственники, близкие, кого вы будете угощать, будут недовольны, потому что у них будут болеть желудки и будут разные неприятные вещи. Поэтому мы делаем все правильно. Мы поставили уже чистую воду и поставили варить. У меня фасоль варилась почти 3 часа. Почти 3 часа, представляете? Она должна быть мягкой. Если вы ее берете, она должна под пальцами буквально разминаться. Она должна быть очень мягкая, эта фасолька. И давайте я вам расскажу, что мы будем делать дальше. Когда фасоль сварилась, когда вы все это подготовили, вы должны подготовить, потому что эта подготовка требует определенных вещей. Допустим, вы берете обязательно для того, чтобы дальше приготовить следующий этап. А следующий этап – это самый хитрый. У нас лобио с орехами будет, и будет готовиться специальный соус сациви. Для этого соуса нам понадобится мука, 1,5 ложки. Нам понадобятся орехи. Вы знаете, я орехи прокрутила через мясорубку на самую тоненькую сеточку, для того, чтобы у вас получилась вот такая вот кашеобразная, посмотрите, вот такая кашеобразная паста ореховая. Я сразу же в эту пасту промолола 4 вот такого размера, 4 чесночка. Оно тогда получается вместе. Я не люблю, когда большие куски плавают в еде. И это нам понадобится для соуса сациви. Для соуса сациви нам понадобится, повторюсь, 1,5 ложки муки. Помните? В прошлый раз мы с вами говорили, что аджика у меня идет во все блюда. Вот это первое блюдо, которое мы сегодня готовим с вами вместе, куда обязательно идет аджика. Почему? Аджика уже сбалансированный продукт. И здесь есть все специи, которые мне будут необходимы на мой объем лобио. И она здесь есть абсолютно все. Поэтому я добавляю 1,5 ложки аджики.
Есть один продукт, который мы еще с вами не готовили, но я его делала сама. Тоже здесь мне повезло. Я купила для ткемали, я купила розовую, желтую алычу. И у меня получилось очень вкусный ткемали. Я не добавляю в лобио уксус, я добавляю свой ткемали. Для того, чтобы урегулировать остроту, я добавляю каенский перец. Мы уже с вами говорили об этом. Ну и соль по вкусу. Заправлять мы будем потом, позже, когда у нас будет готов соус ациви. Когда у нас будет готов соус ациви, да, я вам забыла сказать, что нужно будет вот такую луковичку такого размера. Ее нужно будет на мелкий кубик порезать, потому что мы ее будем пассеровать. Нам понадобится для дальнейшей заправки, нам понадобится обязательно гранат, потому что ни одно грузинское блюдо, особенно если присутствуют орехи, хорошо запаковала. Умничка, Талочка. У нас гранат пойдет уже в дальнейшую упаковку, в дальнейшее завершение оформления блюда, потому что он не просто для красоты, а гранат еще идет для вкуса, потому что он дает свою кислинку. И когда мы уже будем заправлять, нам понадобится, я люблю очень много регана, розового регана. И этот розовый реган, бабушка моя считала, говорит, что если у вас есть розовый реган, у вас лоби удался. Ни одно блюдо грузинское не обходится без кинзы. Нам понадобится кинза, нам понадобится укроп, нам понадобится зеленый лучок, нам понадобится только веточки, только листики мяты и немножечко тархуна. Ну вот, пожалуй, это те ингредиенты, которые нам понадобятся для дальнейшего оформления нашего блюда. Как говорят, для следующего завершительного этапа. Ну а сейчас мы с вами пойдем готовить соус ациви. Ну что, дорогие мои, мы переходим к следующему этапу нашего приготовления. Сейчас будет соус ациви. Я беру вот такую любимую свою сковородочку и начинаем готовить. Наливаем. Я пользуюсь обычным растительным подсолнечным маслом. Единственное, что без запаха. Это рафинированное масло. Потому что кто-то любит льняное масло, кто-то любит оливковое. И я обязательно добавляю кусочек сливочного масла для того, чтобы было мягче и вкуснее. Первым этапом мы будем обжаривать лук. Вы видели лук, который был целенький. Вот сейчас он уже маленькими кубиками подготовленный. И как только масло будет уже нужной теплоты, я добавлю туда в сковородочку лук. Ну вот масло уже закипает. Масло уже нагрелось, сковородка нагрелась достаточно. И мы высыпаем в нашу сковородочку лук. Сейчас мы будем пассеровать лук. Мы его пассеруем недолго. Мы пассеруем его 3-4 минуты, чтобы он добились мы мягкости его и прозрачности. Я сейчас сделала немножко большой огонь, чтобы это было немножко быстрее. Но лук не должен у нас сгореть. Это тоже очень важный момент. Ну вот, посмотрите, лук стал прозрачным, он стал очень таким красивым. И для того, чтобы дальше приготовить ациви, мы должны с вами добавить муку. И сейчас мы муку вместе с луком пассеруем до золотистого цвета муки. Вот так вот обязательно внимательно смотрим, что происходит с нашим луком. Ни в коем случае не даем ему подгореть, но в то же время поджаренная мука даст свой очень хороший вкус. Ребята, я не развожу водой муку. Я водичку, в которой варилась фасоль, я ее отливаю специально, когда процеживаю фасоль. И уже дальше делаю следующий шаг. Посмотрите. Вот как только мука немножечко позолотилась, я обязательно добавляю сюда наш замечательный сок, в котором варилась наша фасоль. И он становится таким, как густая сметанка.
Вот. И цвет, конечно, фасолевый. И цвет фасолевый. Такой коричневый, красивый. И сейчас нужно делать все очень быстро. Вот. Я сейчас практически должна убрать на нет огонь. На очень маленьком огне. Хорошо-хорошо перемешиваю то, что у нас получилось. Вот, сейчас мы еще разведем немножко. У меня должен быть вот как густая сметана. У меня должна быть консистенция густой сметаны. Ну и в дальнейшем, для того, чтобы лобио был вкусный, и как любит говорить мой муж, все вкусы поженились, чтобы мы обязательно добавили. Я сейчас выключаю плиту. И уже на горячий я добавляю сейчас орехи. У меня здесь, если вы помните, я говорила, что я вместе с орехами перемолола еще и 4 зубчика чеснока. И сейчас получается такая вкусная коричневая заправка. Запах сразу пошел просто невероятный. Ну и сейчас будем доводить до вкуса. Наша любимая аджика. Я добавляю ее. Я фасоль чуть-чуть посолила. И она сейчас, мы будем доводить, когда будем собирать лобио, мы будем доводить до вкуса. Сейчас я, видите, хорошо-хорошо размешиваю, чтобы вкусы наши поженились действительно, чтобы было запах стоит невероятный. Аджика дала очень хороший такой оттенок. И обязательно я сейчас возьму ложечку немножко. Этот соус можно просто намазать на хлеб, и без хлеба можно ложкой кушать. Очень вкусно. Вот. Сейчас мы по чуть-чуть добавляем эмали из розовой, вернее, из желтой алычи. Я взяла 150 грамм эмали, и сейчас я все отправляю в этот соус. Мы тоже хорошо все перемешиваем, делаем однородную вот такую густую пасту. И соус сациви может быть разным. Этот соус специально подготовленный для лобио, потому что он идет с подливкой, в которой варилась фасоль. Ну вот, ребята, наш соус готов. Сейчас мы с вами переходим уже к конечной сборке нашего лобио. Ну что, ребята, последний этап нашего приготовления. Мы должны попробовать на соль наш соус. Почему? Потому что у нас практически не соленая, мало посоленная фасоль. Посмотрите, какая она получилась. Я бы досолила и чуть-чуть добавила бы каенского перца. Вот у меня здесь, я чайную ложечку добавлю. Потом посмотрим блюдо, когда оно уже будет готово. И каенский перец, ну, буквально половинку ложечки. Вот, потому что он у нас такой, как оказалось, такой злой немножко. Ну, не злой, а остренький. Для тех, кто любит остренькое, то, что надо. Ну вот, ребята, я сейчас добавляю свой соус сациви. Видите, как он получился? Он должен быть как густая сметана. Вот, это его консистенция. Вы знаете, мука у всех разная, но может получиться по-разному. У кого-то луковичка будет больше
у кого-то будет меньше. Я сейчас это отставлю в стороночку. Вот. И сейчас самая вкусная работа. Сейчас надо тщательно перемешать нашу фасоль с нашим соусом. Посмотрите, как сразу красиво получается. Сейчас я сюда добавляю всю нашу зелень. Абсолютно всю нашу зелень. Значит, я напоминаю, у меня тархун, у меня реган. Вы знаете, реган украшает любое грузинское блюдо, и это очень вкусно. Я думаю, что мы в самое ближайшее время с вами что-нибудь еще вкусненькое приготовим с таким соусом. И это у нас мята. Мята. Ну и какое блюдо грузинское не может, никакое, вернее, блюдо не может обойтись без кинзы. Я ее всю высыпаю сюда. Так. Укропчик. Ах, какой он пахучий. Летний укропчик, такой вкусный, пахучий. Ну и мы аккуратненько должны это все соединить, чтобы все вкусы поженились, чтобы все вкусы радовали друг друга, наполняли, дополняли. И я думаю, что это будет все очень и очень классно. Сейчас, когда мы зелень завершим добавлять зелень, посмотрите, я добавляю зеленый лучок. Зеленый лучок свеженький, он очень-очень сюда будет кстати. Так. Ну, вы чувствуете, как пахнет? Вы вообще, у меня тут слюна, полный рот слюны, я даже не знаю, что с этим делать. Сейчас будем пробовать, будем кушать эту замечательную грузинскую прелесть. Да, бабушка, каждый раз говорю ей спасибо, потому что этот рецепт очень многие друзья спрашивали. И в конце я сейчас еще должна попробовать. Остренько, вкусненько, очень вкусненько. Вот. И что нам придаст вкус этому блюду? Это гранат. У нас гранат идет как компонент, который неотъемлемая часть этого блюда. Это не украшение. Это часть ингредиента, который входит в состав этого лобио. Ну, ребята, вы себе даже не представляете, как это вкусно. Так, вот. Видите, какая красота? Я сейчас, наверное, возьму тарелочку и попробую. Вы знаете, в Грузии едят с оленями, сыром сулугуни. Я обязательно возьму кусочек сыра. Я тоже делаю огурчики вкусные, оно будет очень вместе, все хорошо. Ну вот. Ребята, потрясающе. Просто потрясающе. Минуточку. Мы с вами не обсудили еще одну важную вещь. Мы с вами сами еще не готовили ткемали. Поэтому у вас может и не быть ткемали домашнего. Тогда поищите, где бы вы ни находились, поищите ткемали. Я нашла торговую марку Трест. И это остро-кислый ткемали. Это очень важно, потому что ткемали бывает еще и сладкий. Он бывает разный. Поэтому посмотрите остро-кислый
эмали. Это очень важно. Ну а если вы не найдете, я думаю, вы можете добавить либо винного, либо яблочного уксуса, ложку-полторы на то количество, которое мы с вами сделали. И доводите до своего вкуса. Но это вот такой вот маленький нюанс. И еще одно. Те, кто уже успел приготовить аджику или лобио, оставьте, пожалуйста, ваши комментарии, как у вас получилось, понравилось ли вам. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующем видео. Готовьте с настроением.